Всем привет и добро пожаловать! Я Наташа. А я Катя, и это подкаст для тех, кто изучает русский язык. В прошлом выпуске мы поговорили о самых важных традициях Нового года, но обошли стороной одну из самых важных, существенных частей Нового года, а именно новогодний стол. То есть то, какие блюда стоят на новогоднем столе и то, что едят большинство русскоязычных семей. И, во-первых, это, конечно, майонезные салаты. Давай признаемся в любви майонезу. Да, мы любим майонез. Ну что вы нам сделаете? Ничего. Да. Ну и царь майонезных салатов — это салат оливье. В Европе есть тоже такой салат, похожий салат, называется русский салат. Ты когда-нибудь пробовала? Да, и здесь в Испании это популярная закуска, и мне она нравится, особенно с тунцом. Но это не оливье, конечно же. Это именно русский салат, какая-то другая его вариация. Еще я пробовала это в Турции, но там это больше похоже на майонезный суп, в котором плавают овощи. Вот. В Албании тоже русский салат — Да? это море майонеза, и там одиноко плавает морковка. Ребята, это не оливье, нет. В оливье много ингредиентов, и они очень хорошо сочетаются. Это и М. вареные овощи, морковка, картошка, это колбаса или мясо, майонез, зеленый горошек. Ну, в общем, много ингредиентов, и, может быть, в каждой семье есть своя вариация салата. Да, как ты сказала, оливье — это главный салат в новогоднюю ночь, и его готовят действительно много. И часто шутят про тазик оливье, но во многих семьях это совсем не шутка. Точно. И, кстати, для многих наших слушателей может быть интересно, а почему русский салат в России совсем не русский, а какой-то оливье? Дело в том, что его назвали по фамилии повара, который его создал. Это был француз Люсьен Оливье, который готовил этот салат для своего московского ресторана. Но тогда оливье был совсем другой. Точно. И перед тем, как мы продолжим, я хочу напомнить, что, во-первых, вы можете не только слушать этот подкаст, но и смотреть его на Ютубе с субтитрами. Приглашаю вас посмотреть. А также у нас есть разговорный клуб. Если вы хотите практиковать русский со мной каждую неделю, посмотрите, пожалуйста, в описании, выберите время, которое вам подходит, и присоединяйтесь. Но новогодний стол не заканчивается только на оливье. У нас есть еще много других майонезных салатиков, например, селедка под шубой. Мгм. И мне кажется, это тот салат, который никого не оставляет равнодушным. Иностранцы его либо любят, либо ненавидят. Я их понимаю, это действительно, наверное, самый странный салат, который я знаю, потому что он состоит из соленой рыбы, вареных овощей и майонеза. А выглядит он вообще как торт. И если вы смотрите наш подкаст, вы можете сейчас увидеть его на картинке. Вот скажите, вы бы догадались, что, что это в салат? И ты любишь селедку под шубой? Честно говоря, я люблю. Вот мне нравится сочетание, и, может быть, раньше я была к нему равнодушна, но сейчас я готова его есть ложками. Да, я прошла через все стадии и любила, и ненавидела, и не понимала, но сейчас я тоже. Сейчас я люблю этот салат, и мне кажется, что да, может быть, для кого-то ингредиенты странные, но мне кажется, очень даже все гармонично и вкусно. Да. Не знаю. Другие популярные салаты с майонезом — это, например, салат мимоза. Он тоже похож на торт, потому что его делают слоями и состоит из вареных овощей, майонеза и консервированной рыбы. В общем, вкусно. Поверьте нам на слово.
Но извини, я вернусь к предыдущему салату, к селедке под шубой. Ты знаешь, я уверена, ты знаешь этот момент, когда на уроке мы доходим до этого блюда, и нужно объяснить, что это такое, и я открываю Google, и показываю там, какие есть ингредиенты, и вот это вот непонимание в глазах ученика, когда он, ну, понимает вроде, что такое там картошка, морковь и так далее, но не понимает, почему это все вместе, почему это шуба Мгм. и все остальное. И мимоза, да, наверное, тоже кого-то это удивит, особенно консервированная рыба. Но, ребят, эти все салаты придумывались в далекие времена, и не всегда люди могли купить какие-то дорогие ингредиенты для салатов. Поэтому есть такой салат, и сейчас его тоже любят, и мне тоже нравится, кстати. Мне кажется, вообще, если учитывать, что это довольно бюджетные блюда, это прекрасное сочетание вкусов и действительно что-то нестандартное, что можно попробовать в праздничный день. Согласна. Да. Ну и, конечно, на столе всегда стоит холодец. Блюдо, которое обожает старшее поколение и не всегда понимает младшее поколение, то есть молодые люди. И я, например, его не выношу. Ну и вообще, что такое холодец? Это мясное желе. Да, и в моей семье сходят с ума по этому блюду, обожают этот холодец, и моя бабушка на каждый Новый год готовила холодец в каких-то нереальных количествах, и вся квартира пахла вот этим вот мясным бульоном. Может быть, с тех пор я терпеть не могу запах мяса. Могу тебя понять. В моей семье тоже все его любят, все его едят, кроме меня и моей сестры. Мы еще держимся. Может быть, попозже в нас проснется эта любовь, кто Да, знает. да. Ну и кроме салатов, на новогоднем столе всегда можно найти разные закуски. Закуски — это такие небольшие аппетайзеры. Я думаю, мы сейчас тоже так говорим. Ничего себе! Ну да, говорим. Просто я не Напугала меня. ожидала услышать это слово. Да, в общем, это такие маленькие блюда, которые мы едим перед началом основного блюда. И в России, это не секрет, любят икру красную и красную рыбу. И поэтому одной популярной закуской является маленькие бутербродики, которые мы готовим так: хлеб, масло, потом икра или красная рыба. И вкусно. Очень вкусно. Я сейчас сойду с ума. Прекрасный выпуск. Надеюсь, вы не голодные. Смотрите его, потому что будет трудно. Да, и еще одна классика, если мы говорим о закусках, это канапе. И их делали раньше и тоже продолжают делать сейчас. В принципе, это тоже какой-то бутерброд, да, но уже на шпажке, то есть на такой маленькой палочке, и там тоже может быть колбаса и сыр, или даже, например, фрукты. И обычно это просто красиво, это симпатично выглядит на столе. Мгм. Да. Кстати, что еще важно сказать, и то, что мне очень нравится в новогоднем столе в России, это то, что всегда есть традиционные блюда, но в то же время хозяйки стараются приготовить что-то интересное, найти какой-то новый рецепт, узнать у соседки или у родственницы. И всегда на столе есть какое-то экспериментальное блюдо, новый салат или закуска. В общем, такой баланс традиций и новаторства. Да, я тут рецептик один такой нашла, Мгм. хочу попробовать. Я, Так, я, кстати, хорошо. я, кстати, уже А. превратилась в эту женщину и собираю разные рецептики, чтобы разнообразить стол. У меня тоже уже есть папка с Ага. сохраненными. Но сейчас очень удобно. Сейчас
в Инстаграме, например, в ТикТоке есть целые видео, да, если раньше наши мамы, они там читали какой-то рецепт, или они попробовали в гостях у подруги, и нужно было спрашивать подругу, как ты это делала, то сейчас все наглядно, просто в 15-секундном видео, и ты можешь посмотреть и подумать, да, я готовлю или нет, я не готовлю это. Очень Да. удобно. У наших мам или бабушек были книги рецептов, а у нас сейчас папки в сохраненных в Инстаграме рецептов. Да. И, кстати, в нашей семье не принято готовить горячее блюдо. Раньше мы всегда его готовили, но постепенно, когда получалось так, что мы все наедались, то есть достаточно ели салатов и закусок, и до горячего дела никогда не доходило, мы постепенно перестали его готовить, и теперь просто на нашем столе салаты и закуски, и все. Впервые слышу, если честно, что кто-то не готовит основное блюдо или горячее блюдо. Мы всегда готовим, и обычно это курица с картошкой, потому что это что-то, что делается легко, и обычно все любят. Да, то есть никто не говорит, фу, я не ем и так далее. И десерт на сладкое что-то вы готовите? Ну, десерт это святое. У меня еще мама прекрасно готовит торты, поэтому всегда у нас самодельный или домашний торт на десерт. Мгм. Да, и мы тоже обычно готовим торт, ну или покупаем в какой-то кондитерской, в которой продаются какие-то интересные, свежие, вкусные тортики, потому что в конце застолья всегда нужно пить чай. Даже Конечно. если это Новый год и на столе было миллион разных блюд, все равно в конце нужно пить чай. Да, чай и не просто чай, а чай и еще что-то к чаю. Это серьезный разговор. Я как раз вчера видела твое видео про то, что мы не пьем чай. Да, когда мы говорим пить чай, конечно, это чай и печенье, тортик, конфетки, варенье, бутерброд, что-то еще. Да, просто чай это неинтересно. Ну и еще одна интересная традиция на Новый год, связанная с едой, это то, что многие семьи собираются до Нового года, то есть 31 декабря днем, и готовят пельмени. Прямо сами, самостоятельно делают домашние пельмени. И, как правило, всем лень это делать, по крайней мере, в моей семье, и только мама всегда заставляет. Ну, кто мы такие, чтобы не слушать маму? Вы делаете? Нет, у нас такой традиции нет, и хорошо, что никто моей маме не сказал, что такая традиция может быть. Она бы тоже не отказалась, да? Ну да, но если честно, у меня вообще нет никакого желания 31 или 1 или 2 или какого-то лепить пельмени. У меня тоже, но меня никто не спрашивает. Но на самом деле, зачем вообще их лепить? Просто вы их замораживаете, то есть кладете Мгм. в морозильную камеру, и потом 1 января или 2 января вы готовите пельмени. Это очень быстро, и вам не нужно думать, боже, что приготовить, не нужно уставать, когда вы готовите, можно просто быстро сделать это блюдо. Это потому, что вы не делаете горячее. А могли бы Да. сделать горячее и не лепить Ну, пельмени. видишь, вот баланс опять. Нет горячего, но есть Баланс еды. пельмени. В нашей семье баланс. Ну, еще хочу сказать про мандарины, потому что для меня запах мандаринов ассоциируется с Новым годом просто мгновенно. Просто в Новый год начинается сезон мандаринов, поэтому все семьи покупают их в большом количестве и едят. Поэтому такая ассоциация. Новый год — это мандаринки. А скажи мне, пожалуйста, если кто-то летом начинает есть мандаринку, у тебя это вызывает какое-то
ну, не знаю, недоумение и вопрос, почему ты ешь мандаринку летом? У меня, как только я чувствую этот запах летом, весной, зимой, неважно, у меня сразу в голове Jingle Bells, потому что, ну, это Новый год. Ребята, что, уже готовимся доставать елку? Да, но это такое странное чувство, и насколько работает этот какой-то рефлекс, да, что сразу, Новый год, где? Хотя просто мандаринку чуть-чуть Да, да, приоткрыли, мы уже чувствуем этот запах. да, ассоциация мгновенная. Да, ну, как вы поняли, есть традиция готовить очень много еды на Новый год, покупать также фрукты и что-то для закусок. И очень часто реально на Новый год сложно поместить всю еду, все блюда на столе. И пытаются как-то играть в тетрис и поставить все эти салатики и закуски. И, конечно, готовятся к этому празднику уже, не знаю, с начала декабря, наверное. Обычно в семье этим занимается мама. Мама составляет списки и начинает закупать все, что нужно для салатов, для закусок и так далее. И тоже есть шутки, что до Нового года мама говорит: не трогай, это на Новый год, это нельзя есть. А после Нового года она говорит: ешь быстрее, потому что это может испортиться. Это мама, это классическая мама. Но, наверное, молодые люди уже не понимают, зачем так много готовить, и уже как-то относятся к этому празднику более разумно, да, зачем так много готовить, а потом пытаться это все съесть. Поэтому часто они просто даже заказывают еду или готовят один салат или горячее, или одну закуску, и все. Да, я к этим молодым людям не отношусь. Ну да, мы молодые, но не настолько. Да, мы еще из тех, кто готовит тазик оливье. Да, но если честно, я уже в предвкушении. Я хочу этой зимой, я просто хочу реально лежать на диване с тазиком оливье, смотреть какой-то фильм, неважно какой, и просто отдыхать, потому что я так устала за этот год, что думаю, я могу себе это позволить. 100% обязательно отдохни так, включай наши советские фильмы, смотри их спокойно, со спокойной душой, наслаждайся салатами. Спасибо, но я надеюсь, ты тоже будешь отдыхать и наслаждаться салатами, хотя нам обеим, думаю, предстоит сначала эти салаты приготовить. Ничего страшного, я уже купила майонез. Ну, у меня всегда есть майонез. Это да, но я купила дополнительную банку. Хорошо, мне кажется, у нас майонез был в начале выпуска, в середине выпуска и в конце тоже. Да. Хорошо. Так, вопрос недели. Ага. А есть ли у вас майонез? Вопрос недели. А что есть на вашем новогоднем столе? Спасибо, что прослушали или просмотрели этот выпуск до конца. Становитесь патронами нашего подкаста, получайте скрипт каждого эпизода, доступ к закрытой группе в Телеграме, а также место в разговорном клубе. Все детали в описании. Пока-пока. Пока-пока.